Вам знакомо это липкое неприятное чувство, будто вы проживаете один и тот же день, снова и снова? Как будто застряли в дне сурка, из которого нет выхода. Не кажется ли вам, что вы в ловушке предсказуемого будущего, которое на самом деле соткано из ваших же старых воспоминаний? Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, почему вы продолжаете притягивать одни и те же обстоятельства, тех же людей, те же проблемы, те же самые эмоции, хотя вся ваша душа, все нутро просто кричит о переменах? Поверьте, вы не одиноки. Миллионы людей чувствуют то же самое. И с вами все абсолютно в порядке. Вы не сломаны, вы просто зависли. Застряли в привычной вибрационной петле, как старая заезженная пластинка. Здравствуйте! Я рад приветствовать вас на канале «Ступени сознания». Я не гуру, я просто ваш проводник в мир самопознания. Наша миссия здесь простая – брать сложные, порой заумные, духовные и научные концепции и переводить их на понятный язык практики, на язык вашей повседневной жизни. Сегодня мы говорим о невероятно мощной идее, которую исследуют и великие мастера древности, и современные ученые – о том, как наши мысли и чувства буквально лепят нашу реальность. И нет, это не просто очередная болтовня про позитивное мышление в стиле «просто улыбайся и все будет». Это, по сути, научно обоснованная инструкция по взлому и перепрошивке нашей внутренней операционной системы. К концу этого видео вы не просто поймете, вы почувствуете, почему ваше прошлое так цепко держит вас в своих руках. И почему ваш мозг так отчаянно сопротивляется любым, даже самым желанным переменам. Но самое главное, вы узнаете конкретный механизм, как подружить свой разум и тело, войти в согласованное состояние, чтобы наконец-то начать диалог с квантовым полем, со Вселенной, и сотворить ту новую реальность, которой вы по-настоящему достойны. Итак, главный вопрос. Почему мы застреваем? Великие мастера и современные нейрофизиологи называют это петлей обратной связи. И это до гениальности просто. Смотрите, запомните, пожалуйста, одну простую вещь. Ваша мысль – это язык мозга. Ваши чувства – это язык тела. Каждая ваша мысль, скажем, «опять на все не хватит денег до зарплаты» или «меня никто не ценит на работе», это электрический сигнал в мозгу. Мозг немедленно отдает приказ, и тело выбрасывает в кровь целый коктейль химикатов, которые мы и переживаем как чувства – тревогу, уныние, страх, обиду. И вот тут-то и захлопывается ловушка. Тело, буквально искупавшись в этой тревоге, посылает сигнал обратно в мозг. «Да, шеф, все плохо, тревогу чувствую, сигнал принят». А что делает мозг? Получив это подтверждение от тела, он генерирует еще больше таких же мыслей о нехватке и несправедливости. Мысль рождает чувство, а чувство, в свою очередь, подтверждает и усиливает мысль. Это порочный круг. Когда этот цикл повторяется днями, месяцами, годами, он становится вашим состоянием бытия, вашей привычной вибрацией. Ваше тело буквально становится подсознательным разумом. Оно становится химически зависимым от ваших привычных эмоций, как наркоман от дозы. Мудрецы и ученые говорят, что к 35-40 годам 95% того, кто мы есть, это просто набор заученных программ, автоматических реакций и вот таких эмоциональных зависимостей. Вот почему одно лишь позитивное мышление не работает. Вы стоите перед зеркалом, и ваши 5% сознания твердят аффирмацию «Я богат, я здоров, я успешен», а 95% вашего тела, которое стало разумом, буквально вопит «Вранье, я этого не чувствую, я привыкла к тревоге, дай мне мою привычную дозу гормонов стресса, вины или обиды». Разум и тело разобщены. Вы как радиостанция, которая вещает на двух волнах одновременно. Во Вселенную, в квантовое поле, летит абсолютно смешанный сигнал.
Мозг хочет одного, тело вибрирует на частоте совершенно другого. Результат – никаких изменений. Но есть и потрясающая новость. Квантовая модель реальности. Все в этой Вселенной — это 99,9% энергия, вибрации, потенциал и лишь доля процента материя. Все мы, по сути, энергетические поля. И вот ключ. Квантовое поле реагирует не на то, чего вы хотите, не на ваши жалкие просьбы. Оно реагирует на то, кем вы являетесь в данный момент, на ваше доминирующее состояние бытия. Ваша мысль — это электрический сигнал, ваше чувство — это магнитный сигнал, вместе создают вашу электромагнитную подпись, вашу уникальную вибрацию. Это и есть ваша личная визитная карточка для Вселенной. Когда ваши мысли и чувства согласованы, поют в унисон, вы думаете о здоровье и чувствуете себя здоровым, вы посылаете мощный когерентный сигнал. Вы как мощный сфокусированный лазер. Вы буквально притягиваете это событие к себе. Духовные учения разделяют это на два базовых режима. Режим выживания. Вы живете в прошлом, вы жертва, вы постоянно реагируете на внешний мир. И режим созидания. Вы живете в настоящем моменте, вы творец. Вы сами создаете свой мир изнутри. И главный вопрос на миллион – как, черт возьми, переключить этот тумблер из одного режима в другой? Многие современные духовные практики предлагают не просто теорию, а конкретную пошаговую дорожную карту. Часто ее для удобства разбивают на 4 условные недели. Это практическая инструкция по отвыканию от старого себя. Неделя 1. Погружение или индукция. Ваша цель — научиться выходить за пределы своего аналитического ума. Выключить, наконец, эту вечную словомешалку в голове. Смещать фокус с шумного внешнего мира на свой тихий внутренний мир. Неделя 2. Демонтаж старого «я». Здесь начинается самая глубокая и, честно говоря, самая сложная работа. Вы учитесь распознавать свои нежелательные эмоции — гнев, обиду, вину, ловить себя за руку. Ага, вот опять моя привычная обида. Признавать их и отпускать, высвобождая ту колоссальную энергию, которая была в них заблокирована. Неделя 3. Перепрошивка. Вы буквально становитесь наблюдателем за старым «я». Вы отслеживаете свои автоматические мысли и реакции и говорите им «стоп, я больше не играю в эту игру». Вы физически на уровне нейронов разрываете старые нейронные связи. Неделя 4. Проектирование будущего. Высвободив эту чистую, мощную энергию, вы начинаете мысленно репетировать новую личность. Вы создаете новый разум и новое тело. Ключевой инструмент для всего этого — глубокая медитация. Но не та, где вы просто сидите и ни о чем не думаете, или ловите дзен. Медитация в этих практиках — это настоящая хирургическая операция на сознании. Сначала мы закрываем глаза и переходим из бета-вольн, это наш обычный режим анализа, стресса, белки в колесе, в альфа, это спокойствие, легкая расслабленность. Мы открываем дверь в подсознание. Затем с практикой мы погружаемся в тета, то самое волшебное сумеречное состояние. Тело спит, но разум бодрствует. В этот момент, как говорят мистики, завеса между мирами снимается. И здесь вы должны стать никем, раствориться, перестать быть просто телом, перестать быть своей проблемой, перестать быть своим именем, войти в квантовое поле как чистое сознание. И вот он главный секрет, главная заповедь Творца. Вы должны чувствовать будущую реальность до того, как она наступит. Не клянчить у Вселенной богатства, а чувствовать безграничную благодарность за него прямо сейчас. Не вымаливать исцеление, а ощущать себя абсолютно здоровым на клеточном уровне. Ваше тело, ваш внутренний химический завод должно поверить, что будущее уже произошло. Именно эта возвышенная эмоция, благодарность, радость, любовь посылает тот самый когерентный сигнал во Вселенную. Вы сами вызываете следствие. И это не сказки.
Таких историй тысячи в сообществах по всему миру. Вот, например, история Виктора, 57 лет. Назовем его так. У него диагностировали серьезную проблему с кожей – опухоль. Он, как оказалось, 30 лет жил в хронической злости и обиде на бывших партнеров по бизнесу, которые его кинули. В глубокой медитации он, наконец, смог не просто вспомнить, а прожить и по-настоящему отпустить эту эмоцию. Вскоре опухоль просто исчезла. Врачи разводили руками. Или Марина, женщина, которая 2 года не могла выбраться из долговой ямы, жила в постоянном жертвенном состоянии бытия, в катастрофической нехватке денег. В медитации она смогла поймать и отпустить этот липкий страх нужды и злости на несправедливый мир, переключившись на чистую вибрацию благодарности за то, что у нее уже есть. Буквально через пару дней ей позвонил старый должник, о котором она и забыла, и вернул крупную сумму. Потом неожиданно пришел большой заказ на ее услуги. В итоге за неделю она закрыла почти все долги. Чудо? Нет. Квантовая физика. Заметьте, они не бегали, не суетились во внешнем мире. Они изменили мир внутренний, они изменили свою вибрацию, и реальность подстроилась под них. Теория прекрасна, но знание без опыта – это просто философия. Давайте вместе попробуем на вкус то, о чем говорят эти учения. Прямо сейчас. Это не займет много времени. Буквально 1 минуту. Если вы можете, и если вы не за рулем, конечно. Просто сядьте прямо и закройте глаза. Сделайте глубокий, медленный вдох и спокойный, медленный выдох. Отпустите напряжение дня. А теперь положите руку на сердце. Почувствуйте его тепло. И я прошу вас, сознательно вызовите в себе чувство искренней благодарности. Вспомните что-то прекрасное. Как смеется ваш ребенок. Как мурлычет кот у вас на коленях. Красоту заката. Как пахнет утренний кофе или сосновый лес после дождя. Неважно что, просто почувствуйте эту теплую, светлую волну благодарности в центре груди. Позвольте этой эмоции расти, заполнять ваше тело. Вы думаете о хорошем, и вы чувствуете хорошее. Прямо сейчас ваш мозг и ваше тело работают в унисон. Это и есть когерентность. Прямо сейчас вы посылаете в мир чистый, когерентный сигнал. Вы творец в чистом виде. Открывайте глаза. Поздравляю. Вы только что изменили свое состояние бытия, изменили свою биохимию и свою вибрацию. Делайте это просто по минуте каждый день, и вы увидите, как мир начнет меняться в ответ. Звучит вдохновляюще, не так ли? Но вот горькая правда, о которой говорят все мастера. Теория – это легко. Самое сложное – это ежедневная рутинная практика. Самое грандиозное отвыкание – это отвыкание от себя. Когда вы сядете в медитацию, чтобы создать новое будущее, ваши 95% подсознательных программ взбунтуются. Ваше тело, привыкшее к химии стресса, начнет настоящую наркотическую ломку. Ваш внутренний голос начнет шептать: «Ой, ты слишком устал, начни завтра». Это все ерунда, какая-то эзотерика. Лучше пойди сериал посмотри. Ничего не работает. Тело будет искушать вас вернуться к привычному, пусть и негативному, но такому знакомому состоянию. Мастера называют это пропастью или темной ночью души. Вы зависаете между двумя мирами. Вы еще не в новом, но уже вышли из старого. И вам буквально не на что опереться. Теории и книги – это идеальная карта. Но идти по ней в одиночку, сражаясь с 95% своих же автоматических программ, это невероятно, почти нереально сложно. Потому что знать путь и пройти его – это разные вещи. Книга дает вам «знаю что», но вам нужно «знаю как». И что еще важнее,
поддержка, когда захочется все бросить. Именно для этого мы создали наше закрытое пространство. Телеграм-канал «Мастерская реальности». Это не просто еще один канал с цитатами. Это ваш тренажерный зал для сознания. И тот самый поддерживающий круг на эти 4 недели и всю дальнейшую жизнь. Это то самое плечо, на которое можно опереться. Внутри мастерской реальности вы получаете ежедневные короткие управляемые практики и медитации. Мы проведем вас за руку через каждый шаг. Мощную поддержку в период сопротивления. Вы будете знать, что ваша ломка – это нормально. Это признак того, что старое «я» умирает, а новое рождается. Практические фишки и инструменты для когерентности, чтобы вы могли посылать чистый сигнал в квантовое поле каждый день. Хватит. Вы слишком долго позволяли внешнему миру контролировать ваши мысли и чувства. Но вы не просто мешок с костями, не 0,0001% материи. Вы 99,999 чистой энергии. И в этом безграничном квантовом поле уже содержится та реальность, где вы здоровы, свободны и счастливы. Запомните, чтобы стать творцом, вы должны ощутить благодарность за желаемое событие до того, как оно произойдет. Изменение — это осознанный выбор, а не реакция. Ссылка на мастерскую реальности в описании под этим видео. И если это видео было для вас ценным, пожалуйста, поддержите нашу миссию. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. Напишите в комментариях, какая мысль из этого видео отозвалась вам больше всего. А если у вас есть возможность и желание поддержать наш канал материально, чтобы мы могли создавать больше таких глубоких разборов, ссылка на донат также будет в описании. Позвольте себе стать творцом своего будущего. Этот выбор делается не завтра. Он делается прямо сейчас.